Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня новинка, премьера, я бы даже сказал, потому что часовой бренд из Швеции, Corniche, называется, основан в 2012 году двумя шведскими дизайнерами, и название выбрали по красивому уголку на лазурном берегу Франции, где пересекаются три дороги. Отсюда название, собственно, в переводе с французского переводится как «карниз», и в основном у них линейки такого классического дизайна. А сегодня у нас новинка называется La Grande. Давайте открывать коробочку. Такая довольно-таки необычная, интересная, плотная. О, хорошо. Четко. И здесь такой кейсик. Похож на кейсы от Breitling. Так, значит, что по комплекту? Сертификат аутентичности. Здесь даже все вот эти номера можно проверить. И инструкция. Инструкция у нас на английском языке. Выписаны здесь основные характеристики. В общем, все тут есть. Ну вот, собственно, видимо, вид с лазурного берега. Так, кейсик такой приятный. В хозяйстве пригодится для путешествий, например. Так. Давайте. Ну, кстати, да, вот такие кейсы очень удобные брать их с собой куда-нибудь, когда едете в командировку или в отпуск. И давайте я сейчас эту модель вот сюда размещу, потому что я вам хочу показать сразу и еще одну версию, и у них есть одно интересное отличие. Но об этом чуть позже, а для начала мы, конечно же, распакуем обе эти модели, а потом уже и продолжим. Распаковал часы и давайте с ними знакомиться. Новая линейка La Grande называется. И здесь, как видите, модель с интегрированным стальным браслетом. Все как положено. Gerald Genta дизайн. Но здесь я сразу могу сказать, что они не похожи ни на какие часы от Gerald Genta. И естественно, что здесь просто есть определенная, скажем так, сходство в том, как крепится браслет, потому что, ну, уже так повелось, что когда браслет интегрированный, значит, это что-то от Genta. Да, здесь, вот если взять какую-либо из его известнейших моделей, наверное, я бы не сказал, что здесь прям где-то может превалировать. Но, тем не менее, корпус стальной, наплывчики на заводной головке есть. Где-то вот такое вот, может, здесь что-то от Patek Philippe Nautilus, именно вот в наплыве заводной головки. Но в целом абсолютно нет, конечно же. И, естественно, я вижу здесь, что дизайн максимально универсальный. Опять же, как у большинства часов с интегрированным браслетом. Хотя не везде, может быть, он получается универсальным, но в этой модели она выглядит прям спортивно, так знаете, элегантный спорт, но при этом, конечно же, это часы на каждый день, можно их использовать. И по характеристикам давайте сразу пройдемся. Значит, когда я говорил, что их можно использовать и на каждый день, здесь водозащита, кстати, 100 метров, поэтому можно с ними даже плавать и не глубоко нырять. Дальше сапфировое стекло. Причем с двусторонним антибликовым покрытием заявлено. Это хорошо, с одной стороны, будет эффект отсутствия стекла, с другой стороны, сами понимаете, внешний антиблик можно поцарапать, поэтому с ним нужно будет чуть поаккуратнее, но лично я люблю, когда двусторонний антиблик, это супер. Также заявлено внешнее покрытие против отпечатков, не часто встречается на часах, но некоторые небольшие бренды это любят применять, и это, на мой взгляд, очень-очень правильно. Дальше, что внутри? Внутри у нас стоит механизм от Seiko NH35A, запас хода 41 час. Ну, в общем, как вы понимаете, такая надежнейшая рабочая лошадка. Есть три вариации. Вариации этих часов с тремя циферблатами: оливковый, темно-синий и лососевый. Лососевый самый, наверное, модный, но может быть самый менее универсальный. А здесь у меня как раз вот тот самый оливковый и темно-синий. И у них тоже есть интересная, значит, фишечка, интересное различие. Потому что, как видите, здесь оливковый, он с солнечными лучами, такой лучистый циферблат. А вот остальные две версии, ну, я вам одну показываю, они идут с керамическим циферблатом. И это прям интересно, да. И совершенно по-разному, да, модельки эти
выглядит и воспринимается. Что касается цены, то российский ритейл 66 900 рублей, по крайней мере, на момент записи этого ролика. Ну что ж, а теперь я думаю, что самое время уже ознакомиться более детально с каждой моделью, но перед этим, конечно же, раз уж мы говорим, что это универсалы, то универсалы это всегда важно по размеру. По безелю 38 мм, если мы говорим по корпусу, то по корпусу уже 39 с небольшим, немного, и выглядит интегрированный браслет обычно чуточку больше, чем они есть. 11,4 всего высота, браслет в широкой части 24,4, в узкой части 18 и от ушка до ушка смотрим. 47, но, видите, первое звено не до конца гнется, поэтому измеряем еще и вот здесь, в этой части, здесь уже 54 миллиметра, поэтому, несмотря на то, что модель вроде бы небольшая, все равно рекомендую, конечно, примерять на ваше запястье, если у вас запястье, в свою очередь, небольшое. Либо, например, не плоское. Да. Мое запястье среднее, 18,5 в обхвате, и посадка, конечно, здесь ну просто-таки идеально. Вот это вот первое звено, ушки загибающиеся, они просто обхватывают, да, обнимают запястье, и супер, ну, модель классно сидит. Она невысокая, она такая плоская, немножко распластанная, потому что, как видите, да, здесь идет рант у нас достаточно толстый, и идут ушки, которые, опять же, да, интегрированы в корпус, то есть они единой частью с нижней такой частью корпуса являются, когда, и сразу первое звено, все, крепление супер, ну, посадка шикарная, очень здорово. Это вот у нас, да, темный такой синий цвет, который при определенном освещении идет даже как серый, как черный. Ну и лучистые, более жизнерадостные, более яркие, конечно, на солнце будут активнее переливаться. Ну и здесь понятно, что посадка такая же, поскольку размер у часов одинаковый. Слушайте, ну интересно. Вот честно говоря, пока что, мне кажется, это такая заявочка, наверное, на наиболее интересные по дизайну часы в стиле Джеральда Джента, которые не являются вот какими-то люксовыми часами. При том, что, ну, если мы говорим про ритейл в России, то здесь цена, конечно, весьма и весьма доступная в сравнении с теми же Адмарами, Патеками, ну и так далее. Да? Так, ну что ж, по циферблату у нас накладные длинные метки, стрелки, альфа-стрелки симпатичные, полностью с зеркальной полировкой. Причем, смотрите, опять же, есть интересный нюанс. На вот этой модели керамической, с керамическим циферблатом, стрелка белая, контрастная. Такая же, как боковая часть ранта, где идет секундная разметка, потому что, видите, у нас есть часовые метки. Дальше у нас есть еще минутная разметка. И по боковой части такая немножко спорта добавляет и цвета. Идет белая разметка. Белое кольцо. Здесь тоже идет такое же белое кольцо. Мне, кстати, кажется, здесь оно белое, а здесь оно немножко такое серебристое, кстати, похоже на то. Добавляет белого цвета на циферблат, а здесь еще и стрелка в тон. Напишите, кстати, какие часы вам больше нравятся, какой расцветка циферблата. Я пока не определился. Хочу побольше поразглядывать. Значит, логотип у нас печатный, да, ничего, можно сказать, от циферблата не отвлекает от считывания секунд, минут и индексов. Где лучистый циферблат, понятное дело, что он больше немножко так как бы играет светом и отражает здесь вот эти граненые такие очень красивые накладные метки, и поэтому много игры света здесь. И опять же, когда много света, то немножко часы будут слишком играть этим самым светом, видите, да, и немножко это в негативную сторону отражается на читаемости. Ну, это всегда так. Если вам нравится, вот, когда нет люминофора, когда вот чистый циферблат, зеркальная полировка, чтобы очень красиво, да, чтобы все играло, то чуть-чуть в худшую сторону идет от читаемости. Если хочется больше читаемости, мне кажется, нужно выбирать циферблат вот как здесь. Да, он больше матовый, здесь матовое керамическое покрытие, и тогда чуть лучше читаемость. Но эти часы, как мне кажется, все-таки больше не про быстро посмотреть на них и увидеть время. Хотя здесь все, проблем нет читаемости. Это для стиля, то есть это всегда имиджевые часы, всегда стильные, всегда должны быть красивые. И в первую очередь красота, во вторую очередь уже все остальное.
Опять же, в моем понимании. Если мы говорим про рант, да, то рант достаточно пухлый, с зеркальной полировкой, такой объемный. И полировка, мы еще более детально на нее посмотрим попозже, но мне пока нравится все. Защитный наплыв, винтики здесь, небольшая заводная головка, удобная. И знаете, она красивая, то есть она хорошо сочетается с размерами этих часов. Может быть, не самая будет удобная для постоянного использования, но в плане красоты здесь все удачно. Мне также нравится, вот, примерно, по-моему, у Ланги сделана вот эта часть корпуса, да, когда у нас она чуть шире, чем рант. И как будто бы вот эта нижняя подушка лежит, а на ней уже рант и циферблат. Ну, такой интересный эффект получается. Дальше идет интегрированный браслет, двухзвенный, центральное полированное, основное, да, в виде штанги, оно с сатинированием, приятное сатинирование. Грань немножко скошенная, и на ней есть еще такая щегольская зеркальная полировочка, и боковая часть тоже с сатинированием. И браслет хорош. Слушайте, такой прям вот шелковый браслет, очень приятный. С учетом того, что такие браслеты интегрированные, когда плотно звенья друг к другу стоят, они не сильно такие как бы гнущиеся, но здесь, посмотрите, все хорошо. Все очень приятно. И между звеньями тоже у нас полировочка присутствует. О, молодцы. Застежка раскладная, то есть для повседневного будет удобно. На фиксаторе здесь все хорошо. Задняя крышка может быть немножко простовата. Здесь по большому счету только логотип, основные характеристики. Ну, как бы и ладно, да, на это, я думаю, жаловаться не стоит. И на что я сразу обратил внимание, еще когда смотрел на фотки этих часов. Посмотрите, здесь дата зеленая подложка, здесь дата темно-синяя подложка, и то же самое с циферблатом лососевым, везде разноцветные. Вот это уважение и к дизайну, и к своему продукту, и, конечно же, к покупателю. Согласитесь. Вот за это не просто лайк, а прям жирнющий лайк. Здорово, да. Мне нравится еще, как сочетается первое звено с ушками, с наклоном ушек. Здесь все очень приятно сделано. Вертикальное сатинирование идет по боковой части. Опять же, вот этот скосик, да, с зеркальной полировкой, он продолжается по всему корпусу и дальше переходит уже обратно. Ну, то есть, как бы замыкается в этом месте. Давайте посмотрим, что у нас по весу. Здесь не совсем полный браслет, здесь, по-моему, 2 звеньев не хватает в каждых часах. Ну, в общем, 143 грамма, ну, считайте, что где-то 150. В принципе, окей, для часов на металлическом браслете вполне себе удобно. Они не супер легкие, да, вот чтобы немножко ощущалось на запястье, но при этом, естественно, и не тяжелые, то есть на каждый день вполне себе подойдет. Ну, а теперь, я думаю, самое время посмотреть, нет, наверное, не макро, хочется мне посмотреть вот эту зеркальную полировочку по ранту, подетальней. И давайте вот сейчас как раз по этому ранту посмотрим, да, как у нас вот, когда освещение меняется, как меняется полировка. И здесь все очень ровно, очень аккуратно, неплохо, неплохо, в этой ценовой категории прям хорошо. Молодцы, молодцы. Ну, а теперь смотрим макро. Так, накладные метки, зеленая дата, лучистый циферблат, стрелочки полированные, симпатично. Все-таки, честно говоря, несмотря на то, что заявлен двусторонний антиблик, ну, не чувствуется эффекта отсутствия стекла. В некоторых ракурсах есть, но, наверное, не во всех. Полировочка здесь приятная, корпус хорош корпус, слушайте, ну прям шикарно сделали, очень хорошо. Ну и матовый циферблат, да, матовый циферблат по-другому выглядит, по-другому воспринимается. Ну, что по итогам? Пожалуй, один из самых лучших экземпляров в стилистике Джеральда Джента от микробренда с интересным дизайном, не похожий ни на кого другого. Это, на мой взгляд, большой-большой плюс. Разные циферблаты, подложка даты в цвет, это прям шикарно. Есть из чего, знаете ли, выбрать, да. Я вот до сих пор не знаю, что мне больше нравится, матовый или лучистый. Наверное, просто матовых чуть меньше, поэтому я бы взял себе матовый. Мне понравился браслет, мне понравился корпус.
в плане дизайна, проработки, характеристик, качества, да, полировки здесь все на высочайшем уровне. Очень здорово. Да, кто-то, может быть, скажет, что вместо сейки можно было поставить что-нибудь типа там Miyota 9015, но, очевидно, и цена была бы повыше. Опять же, бренд шведский, поэтому, сами понимаете, и цены повыше. Поэтому здесь вот как бы, ну, с другой стороны, это некая такая золотая середина, потому что у нас есть Christopher Ward Z12, да, которые там в 2 раза будут дороже стоить. Есть еще некоторые бренды. В принципе, неплохое у них ценовое позиционирование. Пишите, как вам эта модель, что больше понравилось, что, может быть, еще из Курниш показать вам на канале. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.